Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать трехцветный шопер. Вяжется, в принципе, совсем не сложно. Итак, в работе будем использовать шнур Карамель Baby 2 мм. В каждом моточке по 200 метров. У меня это цвет вафля, цвет Прага и цвет Майами. Также нам понадобятся вот такие ручки по 60 сантиметров, две ручки. Фурнитуру, вот такие ручки и шнур можно заказать на сайте Пряжа Центр. По моему промокоду будет скидка 10%. Все реквизиты оставлю в описании под роликом. Сейчас на сайте очень много цветов, то есть вы можете сочетать свои любимые цвета. Также вязать будем крючком номер 3,5. Итак, приступаем. Итак, делаем колечко амигуруми. Вытягиваем первую петельку. Провязали. Рядышком я провязываю еще одну и 2 воздушные петли. Вот у меня первый столбик с одним накидом. Далее в кольцо я еще провязываю 1, 2, 3 столбика с одним накидом. То есть получился вот такой кластер, который состоит из 4 столбиков с одним накидом и 2 воздушные петли. Сейчас мы с вами вяжем донышко. Оно у нас будет квадратное, поэтому в кольцо еще провязываем 3 кластера, которые состоят из 4 столбиков с одним накидом. Второй столбик, третий и четвертый. 2 воздушные петли, третий кластер, который также состоит из 4 столбиков с одним накидом, 3, 4, 2 воздушные петли, и осталось связать последний кластер. 1, 2, 3, 4. Так, проверили. По каждой стороне по 4 столбика. Колечко стягиваем. Стянули наше колечко. И теперь когда мы в уголочке закрываем ряд, мы сразу же будем вводить новый цвет. Сейчас покажу как. Итак, смотрите, как мы закрываем ряд. Мы делаем накид. Первая наша петелька 1, 2, 3. В третью петлю 3 петельки на крючке и закрываем их уже другим цветом. Вот таким вот образом провязали наш угол. Далее хвостик, в принципе, можно ввязать. Ныряем, захватываем ниточку, 2 петли на крючке. Первую петельку провязали, вторую и третью. Это у нас уже второй ряд и первый столбик с одним накидом. То есть первый искусственный такой столбик. Делаем накид сюда же в уголок, провязываем столбик с одним накидом. И по прямой, так как у нас было в первом ряду 4 столбика, мы тоже должны провязать по прямой 4 столбика с одним накидом. 1. Можно ввязывать хвостик. 2. 3 и 4. Далее в уголках мы всегда будем провязывать. Всегда при вязании донышка в каждом уголочке мы провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 2 воздушные петли. И снова 1, 2. По прямой, так как у нас было 4 столбика с одним накидом, провязываем 4 столбика с одним накидом под каждую косичку. 2, 3, 4. В уголок, как обычно, мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и снова 2 столбика с одним накидом.
Раз, два. Далее снова по прямой. То есть, смотрите, за счет прибавок в уголках каждый ряд у нас будет увеличиваться каждая сторона. Если у нас в первом ряду было 4 столбика с одним накидом, то за счет второго ряда и за счет прибавок в уголках с каждым рядом каждая сторона будет увеличиваться еще на 4 столбика. То есть во втором ряду у нас уже по каждой стороне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков с одним накидом. Уголок провязываем мы как обычно. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И последняя сторона у нас остается. Мы здесь тоже провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И останется уголок. Часть уголка мы провязали в начале. Остается уголок, в котором мы должны провязать еще 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Смотрите, какой невидимый переход. То есть мы переход делаем не где-то по одной из 4 наших сторон, а делаем в уголочке, что совсем незаметно. Теперь снова делаем накид. 1, 2, 3 в третью петельку. 3 петли на крючке. И мы вводим третий наш цвет. Если вы вяжете ее двухцветную, пожалуйста, то есть вы уже на данном моменте просто берете отсюда ниточку первого цвета и меняете. Это по вашему желанию. Вы можете сделать ее двухцветную. Либо вы делаете, например, один ряд одного цвета, 2 ряда другого цвета. И таким образом чередуйте. Так тоже будет очень красиво. Итак, все, закрываем. Закрываем второй ряд новым цветом. Петелька на крючке, ныряем, вытягиваем еще одну петельку, 2 воздушные петли. Все. Первый столбик третьего ряда у нас готов. Еще сюда же в уголочек мы провязываем еще один. И теперь в третьем ряду, во втором у нас было по каждой стороне 8 столбиков с накидом. Теперь за счет угловых прибавок у нас их будет по каждой стороне 12. 2 в уголочке мы провязали, и теперь под первую косичку, смотрите, как мы провязываем. У нас здесь 1, 2, 3, третья воздушная петелька, мы в нее ныряем, да, и провязываем вот таким вот образом столбик с накидом. А далее под обе дужки мы идем по каждой стороне, и я заодно прихватываю хвостик и провязываем столбики с накидом. Донышко вяжется вот таким вот образом. Просто каждая сторона у нас увеличивается с каждым рядом за счет угловых прибавок на 4 столбика с накидом. Угол мы провязываем всегда точно так же. То есть в уголочках мы провязываем всегда по 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 2 воздушные петли. 1, 2. И далее по прямой мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 8 столбиков. Вот это у нас идет 2 в уголочек провязали. Вот это идет первый. Под каждую косичку, по каждой прямой. Уголочек, как обычно. И далее 2 вот эти
стороны вы довяжите сами. Покажу еще, как снова перейти на вот этот ярко-синий цвет. Итак, довязали третий ряд. Делаем накид, 1, 2, 3 в третью петельку. Вы смотрите, какой получается незаметный переход. 3 петли на крючке. И теперь в ниточку вводить нам новую не надо. Мы просто берем, чередуем наши цвета. Вот у нас 3 цвета, да. Следующим снова у нас идет синий. Просто вот так вот протягиваете эту ниточку и ей закрываете. Видите, никакого, смотрите, какой ровный квадрат. Да, вот только переход переплетения ниточек будет у нас с изнанки. Так, далее снова ныряем сюда в уголок, вытягиваем петельку, 2 петельки провязали и 2 воздушные петли. И еще в уголочек 1 столбик. И теперь наш 4-й ряд. В 3-м ряду по каждой стороне у нас 12 столбиков с накидом. Каждый ряд за счет угловых прибавок увеличивается на 4 столбика, то есть в 4-м ряду у нас их будет 16 за счет угловых этих прибавочек. Первую петельку я вам уже говорила, вот как мы провязываем. И следующее подобие дужки мы по каждой стороне провязываем столбики с одним накидом. По прямой мы сейчас их вяжем 12 и в уголках делаем снова прибавки. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. То есть все в принципе пока очень просто. Главное, я вам показала, как красиво менять ниточку, чтобы не видно было никакого перехода. А то, что каждая сторона при вязании нового ряда увеличивается на 4 столбика. Ну, в принципе, это логично. За счет того, что мы делаем уголки по 2 столбика. Вот 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. То есть сейчас по каждой стороне можно сосчитать. Это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 столбиков с одним накидом. Довязываем до конца этот ряд. Я еще покажу, как перейти снова на светлый цвет. То есть вы понимаете, что мы чередуем далее наши цвета. Синий, бежевый, цвет темного асфальта, скажем так, да, и снова у нас идет синий, потом бежевый и темный асфальт. Итак, смотрите, довязала я 4-й ряд. Далее после синего у нас идет бежевый цвет. Просто вот так вот берем нашу ниточку и поднимаем ее вверх. Вот, они просто в уголочке вот так переплетаются невидимо. Да, сначала мы делаем накид, 1, 2, 3 в третью петельку, 3 петли на крючке, ниточку опускаем и берем нашу бежевую ниточку, чтобы закрыть этот ряд. Закрываем, сюда же ныряем, 1 провязали, 2 воздушные петли, еще сюда же в уголок, еще 1 столбик с одним накидом. Вот первую петельку еще раз повторяю, как мы вот как раз вот первая петелька предыдущего ряда. Вот сюда же в третью, куда мы и закрывали наш ряд, мы провязываем столбик с накидом. И теперь наш какой-то уже 5-й ряд, опять за счет угловых прибавок. Здесь у нас было 16 столбиков, за счет угловых прибавок мы должны провязать, считая с уголочками, уже 20 столбиков с накидом. И таким образом мы вяжем наш квадрат. Пока... Ну, то есть до необходимого нам размера. Вот так вот складывая, вот это будет ширина нашей сумки. То есть каждый вяжет так, как ему необходимо. Я расскажу, сколько рядов связала я. Принцип один и тот же. Каждая сторона увеличивается на 4 столбика с каждым рядом за счет угловых прибавок. Угол везде вяжем пока одинаково. Итак, когда вы связали 10 рядов и по каждой стороне у вас получается по 40 столбиков с накидом, смотрите.
Так, ширина квадрата у нас получается 24,5 сантиметра, а диаметр, это как раз ширина нашей сумки, получается 32,5 сантиметра. Что мы теперь делаем? Вот здесь у нас начало вязания, где мы меняем нашу ниточку, и берем противоположную сторону, ставим маркер. Это будут наши вершины сумочки, да. Вот эти два других угла, это наши боковинки, где мы будем делать убавки. Далее мы перешли на новый цвет. Как всегда, провязали первую петельку. Провязываем в уголок еще один столбик. Пока, как обычно, вяжем по прямой столбике с одним накидом. Провязываем самостоятельно, пока не дойдем до вот этого угла, где у нас будет одна из боковинок. Итак, когда дошли до первого угла, в этом уголочке мы будем делать убавки. То есть это боковые наши углы. Смотрите, как мы их провязываем. У нас остается 2 столбика, делаем накид. Провязали один раз, 2 петельки на крючке, делаем накид под второй столбик. Опять же, провязали раз и 3 петельки провязываем вместе. То есть 2 столбика с накидом мы провязали с одной вершиной. Далее воздушные петельки наши нам не нужны, мы их пропускаем. Переходим к следующей стороне и провязываем эти 2 столбика точно так же, первый и второй. Снова делаем накид, провязали 3 петли, провязали вместе. Так, далее идем до маркера. Маркер мы ставили на противоположной стороне от начала нашего вязания. Здесь мы будем делать прибавки, как и обычно. Довязываем до маркера, я вам покажу, и будем вязать дальше. Итак, довязали до маркера. Здесь мы делаем прибавку, как и обычно. Мы делали, когда вязали наш квадрат. То есть, в уголочках мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и снова 2 столбика с одним накидом. Напомню, это мы с вами вяжем 11 ряд. Снова здесь ставим маркер. Здесь мы всегда будем провязывать 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Двигаемся к этому углу, противоположный, где мы делали убавку. Здесь мы тоже будем делать убавку. Еще раз покажу как. Итак, довязали до следующего уголочка, противоположного тому, где мы делали убавку. И здесь мы тоже делаем убавку. То есть делаем накид, поставили 2 столбика, 2 петельки, делаем накид, провязали раз, 2 петли на крючке. Под следующий столбик то же самое, и 3 петли провязали вместе. Далее переходим к следующим 2 столбикам, сделали накид, провязали 2 петли, сделали накид в следующий столбик, провязали и 3 петельки провязали вместе. Все. Далее вяжем по этой стороне. Здесь у нас начало нашего вязания. И здесь просто провязываем 2 столбика и меняем ниточку. Покажу, что делаю, и покажу, как перейти на новый 12 ряд. Итак, мы с вами довязываем 11 ряд. Где начинали, провязываем еще в уголочек 2 столбика с одним накидом. Делаем накид в 3-ю петельку, 3 петли на крючке и меняем ниточку на наш 3-й цвет. Так, еще раз напомню, что в 11 ряду, вот где мы начинаем вязание, здесь у нас прибавка. В противоположной стороне поставили маркер, тоже прибавка. В 2 других углах мы делали убавки. 12 ряд мы тоже будем, 12 и все последующие ряды мы будем вязать одинаково, формируя стенки нашей сумки. То есть начиная с 12 и все остальные ряды. Опять же, уголок, где
начала нашего вязания у нас всегда будет прибавка и противоположный. То же самое. Провязываем 2 столбика с накидом. И идем к следующему уголочку. Я покажу, как там немножко по-другому будет делаться убавка, чем в 11 ряду. 12 и все последующие ряды убавка там будет делаться, ну, именно так, как в 12, так как сейчас я вам покажу. Идем до вот этого уголочка. Довязали до уголка, где мы должны делать убавки. И теперь внимание, вот в предыдущем ряду мы делали, смотрите, 2 столбика провязывали с одной вершиной 1, 2 столбика с одной вершиной 2. Вот эти 2 петельки. Мы их не трогаем. То есть мы сейчас делаем то же самое, мы провязываем 2 столбика с одной вершиной 1, 2. Провязали, и вот эти 2 петли пропускаем. Это 12 ряд, и все последующие ряды именно в уголках, где мы делаем убавки, провязываются вот таким вот образом. Пропустили 2, и в следующие снова накид, провязали 2 столбика с одной вершиной. Все, провязали. Вот таким образом у нас формируется наш уголок. И опять же, там, где у нас маркер, мы будем провязывать прибавочку. Ну, то есть мы будем провязывать 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. А противоположный ряд, там, где убавка, делать так, как я вам сейчас показала. И меняем ниточку. И, то есть, вот так вот получается, мы складываем нашу сумочку, да, вот таким вот образом. И вяжем необходимую нам высоту. Высоту измеряем от центра до этого угла, где стоит маркер. Сколько свяжу я вам потом расскажу. Сколько у меня будет рядов. И все померяю. Итак, смотрите, донышко у нас было 10 рядов, плюс 13 рядов мы провязали стенки. Я сейчас вам измерю размеры. Смотрите, ширина у меня получается 34 сантиметра, а высоту мы меряем к самому верхнему углу. То есть это получается вот 35 сантиметров. Вот 35 сантиметров. Это будет длина нашей сумки. Теперь нам надо связать вот эти углы, выровнять. Сейчас покажу, как мы это будем делать. Итак, смотрите, как мы закрываем наш 23 ряд, а с 24 мы будем делать уже убавки, то есть будем равнять вот эту нашу сторону. То есть последний 23 ряд мы провязываем. Не так, как обычно, провязываем 2 воздушные петли и соединительной петлей в третью верхнюю. Так. В следующую петельку мы снова идем с соединительной петлей, 2 петли, да, а под третью мы вытягиваем уже наш новый цвет, который нам нужен, цвет мокрый асфальт. Вот таким вот образом. Набираем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Под следующую косичку, то есть здесь мы уже делаем убавки, мы будем делать ровный край с каждым рядом. Под следующую косичку мы провязываем неполный столбик с одним накидом и еще под одну косичку. То есть вот так, чтобы 3 столбика провязать с одной вершиной. Провязали. Далее просто вяжем столбики с одним накидом. Уголок делаем, провязывая все наши ряды, которые идут в высоту. То есть здесь мы делали убавки. Сейчас я вам еще раз покажу, как делается такая убавка. Итак, смотрите, опять же доходим до убавок и делаем до боковинки, да, где мы делали убавки, делаем то же самое. То есть вот эти 2 петли мы пропускаем. Вот предыдущие убавки у нас. И не доходя до них, мы опять же делаем, провязываем 2 столбика с одним накидом, с одной вершиной. Вот таким вот образом. 2 вот эти петли пропускаем и снова. 1, 2. Провязали. То есть точно так же, как мы и провязывали, как мы формировали нашу вот эту боковую панель. Далее
вяжем до вот этой вершины. Я вам покажу, как здесь делать убавку. Это у нас 24 ряд. Мы уже формируем наши вот эти боковые треугольники, то есть чтобы сумка наша приобретала прямоугольный вид. Итак, в 24 ряду, смотрите, когда у нас до вершины остается 5 столбиков, делаем накид, провязали раз, то есть провязываем опять 3 столбика с одним накидом, с одной вершиной. 4 петли на крючке мы провязали. Все, вот эти 2 столбика мы не трогаем. И здесь нить я буду обрезать. То есть провязали еще одну воздушную петельку и обрезали хвостик. Все, так как у меня сумка трехцветная. И потому что следующий вот этот угол я буду только потом формировать. Сначала формируем первый. Ничего страшного, хвостики мы вяжем, этого не будет видно, чтобы ниточка не распускалась, так как это у нас полиэфирный шнур. Итак, далее другой цвет у нас какой идет? Следующий у нас вот этот наш ярко-синий. Опять же, мы 2 столбика пропускаем, то есть это вот наша первый столбик наш из 3 воздушных петель, раз, и второй столбик. Начиная с третьего мы захватываем ниточку. Ниточки у нас еще были, мы вот эти их не обрезали, они у нас оставались при вязании. Мы снова провязываем 3 воздушные петли, делаем накид в следующий столбик, раз, и в следующий, опять же, 3 столбика с одним накидом, с одной вершиной. И проделываем то же самое, что мы сделали с 24 рядом. Это у нас будет 25 ряд. Итак, смотрите, я вам только не показала. Я вам показала, как вязать 24 ряд, да. Тут явно было видно, что мы оставляем 2 столбика. А 25 ряд и все последующие ряды, смотрите, как мы заканчиваем. Вот у нас провязано 3 столбика вместе в предыдущем ряду. То есть вот этот столбик мы не учитываем. И до него раз, два, три вот эти столбика провязываем вместе. И заодно я ввязывала ниточку. Вот, чтобы она у меня нигде не путалась. Раз. То есть 25 и все последующие ряды, которые будут становиться все меньше и меньше, мы заканчиваем вот таким вот образом. Все, 3 столбика с накидом провязываем вместе с одной вершиной. Видите, оставляя 1 столбик. Все, провязали, ниточку обрезали. Вы даже можете просчитать, чтобы у вас вот здесь и здесь было одинаковое количество столбиков. Далее, как переходим на новый ряд, так, 24, 25, 26. То есть мы вот эту вот столбик первый, столбик с накидом, который из 3 воздушных, пропускаем. Следующий, тоже следующую косичку мы не трогаем, и только под эту косичку мы провязываем новый ряд. Снова набираем 3 воздушные петли. Раз столбик недовязанный, 2 столбик недовязанный, провязали их вместе. Все, видите, как получается ровно. В конце здесь уголок мы будем делать так, как обычно мы формируем боковину. И здесь мы будем провязывать так, как я вам показала, вот этот синий ряд. То есть вот эту петельку мы будем пропускать. Раз, два, три. Под эти 3 провязывать 3 столбика с одним накидом, с одной вершиной. И так далее идем к сужению, пока у нас не получится ровное полотно. То есть все последующие ряды делаем как вот этот синий, как я вам показала, пропуская на предыдущем ряду вот эту петельку. Пропускаем, здесь провязываем. Итак, смотрите, у меня провязано уже 30 рядов. Смотрите, как получается. То есть сумочка выравнивается, вот этот край становится ровным. Я сейчас вам покажу, как провязать последний 31 ряд. Вот он как раз у нас завершающий. То есть
как мы и начинали вязание этих треугольничков, да, то есть заходим под третью петлю, вытягиваем, провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И далее, смотрите, 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом неполный, 3 петли на крючке. Здесь пропускаем 2 петли, так как у нас здесь было сужение. Так, хвостик наш мы вяжем. И здесь мы тоже провязываем 1 неполный столбик с накидом, 2 неполный столбик и 3 неполный столбик. И когда у нас получается 6 петель на крючке, мы все это провязываем вместе. Закрепляющая петля, и обрезаем нашу нить. Все, обрезали нить. Хвостики спрятали. Так, и теперь я вам покажу, у нас будет еще несколько рядов обвязки. Так, обвязку сделаю светлым цветом. Мне так хочется, чтобы она как бы выделялась на фоне ручек. Ручки будут у меня синие, поэтому мне хочется обвязочку сделать светлой. Смотрите, как мы делаем обвязку. Начинаем с края, самого краешка. Так, вытянули, провязали воздушную петлю. И смотрите, как мы делаем обвязку. Вот у нас каждый цвет, да, мы там, где полосочка разного цвета, вот каждый цвет мы будем провязывать 1, 2. Ну, здесь у нас уголок, то есть вот здесь у нас будет 5 столбиков без накида, а там, где у нас по отдельности вот полоска разного цвета, мы будем провязывать по 3 столбика без накида. 1, 2, и 3. То есть полосочка разного цвета мы провязываем по 3 столбика. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Дойдем до серединки. Сейчас покажу дальше, как вязать в серединке. И вот эту сторону, она немножко другая. Итак, смотрите серединку. В серединке мы провязываем с вами под каждую косичку по столбику без накида. И посередине мы провязываем 1 столбик. То есть всего серединка у нас это 5 столбиков без накида. Далее, вот эти полоски, они немножко другие. То есть мы с вами идем сразу во вторую воздушную петлю. То есть опять же на полоску будут приходиться 3 столбика без накида, но мы их провязываем во вторую, в третью воздушную петлю и под косичку. Вот здесь опять же вторая воздушная петля, третья и под косичку. Все. Обвязываем полностью первый ряд. Мы пройдемся еще второй ряд, я вам покажу. И далее покажу, где сделать разметки для наших ремешков. Итак, первый ряд обвязала. У меня получилось 104 столбика. Вот этот вот первый тоже я считала. Далее второй ряд мы тоже пройдемся, не делая... Смотрите, как мы переходим на новый ряд. Вытянули петлю, ниточка сзади под первую косичку, вытягиваем эту ниточку и провязываем вот так вот первый столбик. Далее мы второй ряд тоже пройдемся, провяжем 104 столбика без накида, а далее уже будем делать разметку и делать отверстия для ремешков, для ручек. Проходимся просто столбики без накида, второй ряд.
Итак, когда мы провязали 2 ряда, далее наше полотно делим на половину. Вот смотрите, в уголках я поставила маркеры. У меня это по 52 петли, так как всего у меня их 104. И далее от каждого края, покажу с этой стороны, вот смотрите, у меня стоит маркер, да, я в каждую сторону для вывязывания ручек откладываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в 11 петлю я ввожу маркер. То же самое и с другой стороны. Вот у меня маркер боковой. В 11 петлю я ввожу маркер. Отсюда мы начнем вывязывать отверстия для наших ручек. То же самое и с другой стороны. То есть вот у меня боковые. С одной стороны в 11, с другой стороны в 11. Если мерить сантиметром, то вот от боковой, ну, 8 сантиметров. С одной стороны и с другой стороны. Отсюда у меня будут вывязываться отверстия на ручке. То есть провязано у нас 2 ряда. Далее сделали переход на 3. Снова вяжем просто столбики без накида. Сейчас я вам покажу, как буду формировать отверстия для наших ручек. Итак, вяжем просто столбики без накида. Так, и сюда, где маркер, мы тоже провязываем столбик. Далее делаем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И на полотне пропускаем 1, 2, 3 воздушные петли. И далее провязываем. Далее идем так, как мы и вязали, просто столбики без накида. И так довязываем до следующего маркера. До маркера остается 3 петли. Мы провязываем 3 воздушные петли, и там, где маркер, мы провязываем столбик без накида. Все, то есть туда, где маркер, сбоку мы провязываем столбик. От него 3 воздушные петли и 3 петли пропускаем на полотне. Делаем такие отверстия для шлеек. То же самое проделываем с обратной стороны. Покажу вам, как вяжется потом 4-й ряд. Итак, довязываем 3-й ряд, где мы делали отверстия для наших ремней. Маркеры уже можно снимать, они нам уже не нужны. Так, довязываем 3-й, переходим на новый ряд. Не забываем, как мы делаем переход. Вытягиваем с изнаночной стороны крючок, вытягиваем петлю, заходим, ниточка сзади петли, провязали первую петлю. Все, маркеры все, как говорю, уже можно снять. Просто покажу, как провязываем. Опять же, мы вяжем столбики без накида. Так, это у нас какой будет ряд? 4-й ряд. Да, сейчас покажу, как заполняем эти отверстия. Провяжем еще просто 5-й ряд. Так, смотрите, где было 3 воздушные петли, мы над ними провязываем 3 столбика без накида. 1, 2. 3. И далее, как обычно, мы провязываем все остальные столбики. Вот получаются такие отверстия. Провязываем этот 4-й ряд, провяжем еще просто без каких-либо прибавок 5-й ряд и сделаем 6-й ряд соединительными петельками. Я вам покажу, как его делать. Просто вяжите сами 4-й и 5-й ряд. Так, у меня провязано 5 рядов, и последний я возьму просто соединительными петельками, просто чтобы было красиво и был плотный край. Смотрите, вот эту петлю мы заходим в следующую косичку, захватываем эту петельку и вот так вот продеваем. И теперь под каждую косичку мы провязываем соединительные петли, чтобы укрепить край нашего изделия. Смотрите, когда
с соединительными петельками. Какая красота. То есть плотнее край и как бы такой эстетически красивый вид изделия получается. Поэтому провязываем вот таким вот образом 6-й ряд. Я вам покажу, как его закрыть, и все, сумочка наша будет готова. Итак, довязываем, смотрите, до конца. Здесь мы начинали нашу обвязку, провязываем вот эту петельку соединительную. У меня нить уже обрезана, то есть вот здесь мы ничего не провязываем, вытягиваем нашу нить и формируем такую искусственную петлю. Вот таким вот образом. Все. Далее хвостики прячем. Я пойду немножко пройдусь паром, чтобы у меня вот здесь вот верхний край выровнять, чтобы он был более ровным. И покажу уже готовый вариант. Итак, вот что у меня получилось. Смотрите, какие ручки. Напомню, что пряжу и фурнитуру покупала на сайте Пряжа Центр. То есть там можно купить полностью весь набор. Итак, ширина моей сумочки получается 32 сантиметра. Высота без шлеек 38, ну да, 38 сантиметров. Еще внутри у меня будет подкладка. В любом случае буду шить. Хочу льняную сделать. Ну вот как-то так. Вот такой вариант. Сумочка очень красивая, хорошо подойдет под джинсовую куртку, под джинсы. И вообще, когда у вас в одежде, например, ну это я именно брала такие цвета, сочетать между собой можно любые ваши любимые цвета. Если был полезен видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайки. И всем пока-пока.